Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, каждый человек ищет любви, ищет нежности, понимания. Каждому человеку нужна родственная душа. Но, кроме всего прочего, есть женщины и даже мужчины, которые хотят перспективного человека. Мы их осуждать не вправе, потому что есть люди, которые всю жизнь прожили в трудности, в нищете даже, да, в нужде. И они просто хотят жить богато. Они хотят встретить человека, который подающий надежды, который имеет стремления, мечты. И им кажется, что таким образом они все-таки вылезут из этого состояния своей жизни и проживут достойную жизнь. Я хочу вам сказать, что невзирая ни на что, неважно, за кого вы выйдете замуж, за богатого человека, за простого человека, не забывайте, что без любви брак несчастливый. Как бы вы ни уважали, как бы вы ни стремились полюбить, но, к сожалению, время показывает, что все люди, которые выходили замуж, надеясь, что полюбят, или женились, потому что залетели и подумали, мол, ну, вроде неплохая баба, вроде бы нормальный человек. Ну, женимся, как говорится, стерпится, слюбится, привыкнем. И время показало, что не стерпелась, не слюбилась. Оказывается, любовь по заказу не бывает, и это великая истина. Не получается любить человека, все отталкивает. И тогда все это золото, бриллианты уже настолько неинтересны человеку, настолько они не приносят удовлетворения и счастья, что жизнь кажется адом. Тем более, если богатые мужчины имеют большое влияние, они могущественны, сильны, от них так легко не уйти. Одно дело, когда твой муж сантехник Вася, а другое дело, когда твой муж известный бизнесмен-миллиардер. Многие жены богатых мужчин очень горестно рыдали, плакали. Многие из них умерли при загадочных обстоятельствах. Никто так и не узнал, что с ними случилось. Только по той причине, что пригрозили мужу, что уйдут и разделят имущество. Так что, дорогие женщины, стремитесь, конечно, к перспективным мужчинам, но постарайтесь, чтобы это был тот человек, с которым вы вместе подниметесь, чтобы он все-таки был ваш друг. Хотя бывает и истинная любовь, искренняя, настоящая между богатыми и бедными людьми. И такое бывает, когда люди действительно любят друг друга. Не все богатые люди подонки и твари. Среди них есть очень много хороших людей, которые меценаты, которые очень много делают для людей. Среди богатых людей есть те, которые своими силами поднимались и знают, что такое цена успеха. Среди богатых людей есть очень простые, очень человечные люди. Так что особо отрицательно тоже к богатым относиться не стоит. Этот ритуал поможет вам найти перспективного человека. То есть того, кому, как говорят, на роду написано быть богачом. Даже если сейчас он начинает свою жизнь только и свою карьеру, в любом случае ему уготована совершенно иная судьба. И поскольку судьба прекрасно знает, что кого ждет, вот как раз приведет этого человека, который осуществит все ваши мечты. А может, вы встретите уже готовенького дяденьку, выйдете за него замуж. Дорогие друзья, у каждого свои стремления, мы не вправе кого-то осуждать, абсолютно.
здесь не вопрос не суди, да не судим будешь. Нет, совершенно не об этом речь. Речь о том, что мы не знаем, что кому пришлось вытерпеть. И в конце концов каждый человек вправе хотеть в этой жизни то, что для него главнее. Для кого-то чувство главнее, для кого-то деньги главнее. Это тоже имеет право на существование. Не нужно навязывать, знаете, свои взгляды на жизнь. Мол, вот это неправильно, должно быть вот так. Это для вас неправильно. А есть люди, которые считают, я хочу жить хорошо. И мне все равно, буду любить, не буду любить. Они могут, им комфортно. Есть люди, которые не нуждаются в любви и совершенно не мучаются из-за отсутствия любви, понимаете? С другой стороны, если так подумать, что эта любовь вам всем дала, скажите мне, разочарование, разбитую жизнь, детей в охапку, да, бежать к родственникам, спастись, много лет одиночества, боли, ощущение, что тебя предали, унизили, плюнули в душу. Ну вот, была любовь, вот такая вся сумасшедшая любовь. Ну и какого хрена, какого рожна она вам была нужна? Что она вам хорошего дала? Поэтому есть люди, которые, ну, просто разочаровались в этом чувстве, и им это же не интересно. Они хотят деньги, они хотят хорошо жить. Помните бесприданницу? Я не нашла любви, я буду искать деньги. Так что давайте не будем мы с вами сейчас корчить из себя святош и судить. Каждая женщина в глубине души хочет, чтобы кто-то взял ее заботой на себя, чтобы кто-то вел ее по жизни, чтобы кто-то ее баловал, возил по магазинам, покупал одежды, шубы, украшения. Каждый из нас. Покажите такую дуру, которая скажет, ни хрена я не хочу, я хочу жить в бедности, не знаю, где-то там в лачушке. Каждая женщина хочет хорошей жизни. Каждая ли этого достойна, вот в чем вопрос. Ну, в любом случае. Дорогие друзья, у этого ритуала есть несколько условий. Во-первых, вам должно быть уже 30 лет. Это раз. Она у вас не сработает. Потому что это ритуал для людей осознанных. Девчонки 18 лет, которые возьмут, сделают, им встретится парень, но не богатый, но не знатный и не совсем тот, который прям перспективный. Но если они готовы за любого выйти, ну, встретиться, да. Но именно осознанно идти навстречу с богатым мужчиной или с мужчиной перспективным может только зрелая женщина. Женщина, которая в этой жизни все прошла и теперь понимает цену и богатства, и любви, и нежности, и понимания, и дружбы. Поэтому это могут провести женщины только за 30. То есть до 30 считать, что они несерьезно относятся к этому всему и недостойны пока еще богатых мужчин. Так что, девоньки 18-17 лет, вам отбой. Далее. В основу этих заговоров, этого ритуала, то есть это части заговора в одном ритуале, лежат очень древние ключи. Мои ритуалы, мне иногда спрашивают, почему они работают, потому что за основу знания, понимаете? Люди, которые не понимают, они ищут какой-то подвох где-то. Ну, каждый человек по себе судит, своим аршином мерит. На самом деле это знание, когда ты много лет изучаешь что-либо. Если человек много лет изучает моду, он прекрасно знает, в каком году какие там были в моде туфли и так далее, да, аж с древних времен. Потому что он изучает это, и вот он в этом профессионал. Человек, который изучает магию, он знает, какие слова в старину говорили, как она срабатывала, как лучше подозвать жениха, как лучше позвать деньги, как лучше делать то-то. То есть это знание, дорогие друзья. Это не взято где-то что-то. Это знания, которые ты
используешь, создавая нечто, чтобы это сработало, это срабатывает. Потому что, согласно твоим знаниям, ты прекрасно понимаешь, что вот для того, чтобы позвать жениха, нужно вот это делать. Вот в старину вот так делали, вот это использовали, эти слова были в заговорах. И вот это все берешь и создаешь свое, понимаете? Берете колечко, желательно золотое или серебряное хотя бы. Любое колечко, можно с камнем, как хотите. Значит, нанизываете на красную нить, надеваете вот так. Держите, начинаете трясти. Я просто не делаю такие ритуалы лично, не показываю, просто рассказываю, потому что когда я это делаю, действительно начинает липнуть мужчина, а мне излишнее внимание, если честно, на нервы действует. Оно всегда у меня было и есть, потому что у меня комплекса нет, неполноценности. Если кому кажется, очень ошибаются. Так вот, после проведения арабского ритуала мне так надоели, что я уже просто пожалела, что я думала, надо было внизу просто написать, да и все, не произносить. Так вот, кольцо. Нужно вот так качать кольцо. Значит, поставить красную свечу, желательно восковую, но если нет, можно парафин. После того, как вы начитали, можно потушить и в следующий раз зажечь. Если она закончится, новую взять. И последний день, когда вы дочитаете, свеча должна полностью догореть и вынести 40 монет разного номинала и оставить возле дерева. А кольцо надевать. Но до этого времени берем кольцо, нанизываем на нить. Вот так качаем перед красной свечой. Да, и мед. Рядом ставите мед. Можно в баночке с ложкой открыто. Значит, качайте, читайте 7 раз. 40 ночей к ряду. Нельзя нарушать. Нарушите один день, придется по новой начинать. Начните в любое время, разницы никакой, только должно быть после 11 до 3. Вот в это время укладывайтесь. Садитесь спокойно, берете колечко на красную нить, зажигаете свечу, ставите рядом мед, начинайте вот так вот трясти и читать 7 раз. Потом это кольцо берете и прячете туда, где никто не найдет. Берете ложку меда, съедаете, настоящий мед желательно. Закрываете эту банку, тушите свечу и делаете свои дела дальше. На следующую ночь точно так же. Эта банка меда можете поменять, если там испортится или что, другой мед можете поставить. Это не принципиально. Когда 40 дней дочитаете, в конце эта свеча, которая, может быть, 40 дней вам, пригодится, я даже не знаю, 3 свечи, может, 4, потому что вы же читаете и тушите эту свечу, то есть вы используете в следующий раз. Эту свечу используют только в этом ритуале. Спрятать. Кольцо можете отдельно, свечу отдельно, неважно, но они должны быть спрятаны. Не должно быть видно никому, чтобы не сглазили. Не рассказывайте никому, даже мне, что вы это делаете. Вначале можете сказать, я хочу это сделать, и все. Мне никому, вообще ни одной живой душе вы не должны сказать, что вы это сделали. А то некоторые очень умные женщины пишут, ой, 5 минут назад я сделала зазыв, вот только что я вот там начитала, надеюсь, получится. Я говорю, не получится ничего. Почему? Да потому что ты только сделала, через 2 минуты зашла в интернет и написала. Есть вещи, о которых говорить не надо. Люди иногда снимают про фортуну, благодарят, что у них получилось только тогда, когда они уже полностью уверены, что все время будет получаться, и они спокойно это снимают и говорят. А до того момента они просто делают и никому ничего не объясняют, никому не говорят, пока не видят результат. Как только увидели результат, все это начало получаться, они потом спокойно говорят, вы знаете, вот я, тоже делала, и у меня начали получаться. Но, извините меня, читать
какой-то там шепоток и через 2 минуты написать в интернете: ой, я вот только что почитала, мне интересно, будет или нет. Как думаете, получится или нет? Или сегодня читаю, нескольких так выкинула с форума, захожу под роликами. Скажите, пожалуйста, кто делал, получается или нет? У нее может не получиться, а у тебя получится. У нее может получиться, у тебя нет. Понимаешь? Это тупой вопрос. Просто тупой вопрос. Скажите, пожалуйста, если я аспирин выпью, у меня голова пройдет или нет? Может не пройти, может пройти. Это индивидуально. Обычно, да, мы как судим о результате? По большинству. Если из 1000 людей 990 получилось, да, значит, это получается. Значит, причину ищи в себе. Вот в чем дело. Вот так и ценим. Оцениваем, то есть, результат. Поэтому, дорогие друзья, этот ритуал молча, без единого слова. 40 дней это кольцо вы надевать не должны. Поэтому выберите такое, которое вам не пригодится 40 дней. Свечи, мед. В конце, последний день дочитаете, берете 40 монет, уносите под дерево, оставляйте там. Отворачиваетесь и уходите. Если кому не нравятся мои объяснения перед роликом, я плевала на этих людей. Потому что те, которые ищут быстренько, дешево, как говорят, дешево, но сердито, быстро что-нибудь, чтобы я сказала, вот читайте вот это люди абсолютные ноль. И в магии, и в жизни. Человек, когда что-то вам дарит, что-то вам дает, он должен подробно вам объяснять, зачем, почему, как, каким образом, чтобы вы не совершили ошибок, чтобы у вас все получилось. Понимаете или нет? А те, которые вам не объясняют, просто говорят, читайте это, читайте то, это просто люди, которые где-то что-то прочитали, быстренько сняли ролик, чтобы привлечь клиентуру. А у меня нет такого намерения. Я хочу вам помочь и подарить. Поэтому я должна вам объяснить, как это происходит, почему так, поэтапно. Итак, начнем. 40 ночей к ряду читать по 7 раз. Прятать кольцо и свечу. Кольцо качу, жениха зову, богача призываю. Кольцо качу, кольцо катится, а я за кольцом пойду, богатого мужа найду. Ласточка вьет свое гнездо. Я свое гнездо ищу и найду. С богатым мужем под венец пойду. В небе 2 радуги, у богатого 2 радости. Дочь отдать замуж, а сына на меня женить. Так тому и быть. Идет кузнец, несет 3 молота. Кузнец, кузнец, скуй 3 мечты мне. Первым молотом богатую жизнь, вторым молотом золотой венец, третьим молотом богатый дворец. Приди, жених, на кольцо. Заманю, подзываю. Приди с дарами. Пусть другим гости, а ко мне богатые женихи, да их сваты. К другим в лаптях, а ко мне в шубах да в сапогах. Как тает свеча от огня жгучего, так жених богатый приходит ко мне от моего слова могучего и колдовства древнего. Берите меня, духи, за руку и ведите к золотому алтарю, да к богатому венцу. Выдайте замуж за богатого, знатного, свидетель неба и земля, огонь и вода. Так и будет, заклято. Очень сильная работа. Сделайте правильно. Встретите покровителя богатого. Захотите, выйдите за него замуж. Встретите перспективного мужчину. Заходите, выйдите за него замуж. Но вы его встретите. Если сделаете все правильно и не будете языком трепать и писать везде и всюду. Ой, я сделала, наверное, должно получиться. Ничего говорить не надо, особенно любовные заговоры, вообще рот не открывайте. Все должно быть тихо и спокойно. Когда все получится, тогда скажете. Магия любит тишину.
В некоторых местах можно говорить, можно делиться опытом, а в некоторых надо молчать. Именно поэтому этот ритуал для женщин за 30, потому что до 30 лет все-таки считается, что мозги должны быть. Хотя иногда и в 50 лет смотришь, думаешь, как же ты дожила до 50 лет без мозгов? Прям страшное дело. Феномен какой-то. Поэтому не факт, что после 30 у всех мозги есть. Но очень хочется на это надеяться. Всем удачи!